Смотрите, я хочу до вас одну идею важную донести. У нас есть доход. Доход – это следствие. Это уже результат какой-то работы. Это то, что приходит в конце. Понимаете? То, что вот приходит в конце, доход. Чтобы получить доход, нужно что-то сделать, какие-то действия сделать. Согласны? И от того, какие действия мы сделаем, от того, как много мы их сделаем, от того, как качественно мы их сделаем, зависит, сколько денег мы получим в итоге. Поэтому нет смысла говорить, где доход, где доход, где доход. Или проходит месяц, и вы получаете цифру, у нас доход за месяц такой-то. Ну вот опять. Вы должны, во-первых, доход отслеживать на постоянной основе, а во-вторых, смотреть не на доход, а на промежуточные результаты, которые здесь происходят. Промежуточные результаты. А это конкретно средний чек, трафик, конверсия. Вы их должны следить. Как это работает? Вот смотрите. И статистики вы должны вести. Ну, об этом чуть позже скажу. По вот этим вещам. Вот смотрите. Так. Сейчас попробую объяснить. Вот есть 10 клиентов, которые купили там в октябре месяце, к примеру, да. Средний чек у нас был, к примеру, ну средний понятно, да, я уже рассказывал, что такое средний чек, да. Средний чек был, к примеру, 140 тысяч рублей. У нас составил в октябре. И конверсия была у нас, к примеру, 10%. То есть, получается, мы вступили в контакт с сотней клиентов, из них 10 купила, это 10% конверсия. И средний чек 140, это сколько у нас получается? 1 400 000, да? 10 мы умножаем на 140, получается 1 400 000. Мы с вами думаем, а как нам увеличить доход? А что если мы посмотрим, как нам увеличить конверсию? Чтобы, к примеру, конверсия была не 10%, а 12%. Вот что мы можем сделать, чтобы увеличить конверсию? Ага, а для этого нам нужно знать конверсию. Понимаете, ее еженедельно или хотя бы ежемесячно смотреть, а какая сегодня у нас конверсия? А какая за сентябрь была конверсия? Понимаете? Помните, я вчера говорил правило, управлять можно только тем, что можно посчитать. Да? Теперь смотрите. И мы, к примеру, находим решение, как конверсию поднять до 12%. И у нас уже 12% конверсия. То есть из 100 это 12 клиентов купило. Да? Теперь в октябре месяце, или когда там в сентябре, бог с ним, был средний чек 140. Да? И мы смотрим, а что мы можем сделать, чтобы увеличить средний чек? Что вот мы такое можем разработать, чтобы его поднять? За счет каких инструментов? Ага. И мы, к примеру, находим решение и увеличиваем. Увеличиваем средний чек до 160. 160 тысяч рублей. Какой доход мы получаем? 12 умножить на 160. 1 920 000. 1 920 000 рублей. Смотрите, мы конверсию подняли на 2%. Поверьте, на 2% элементарно поднять. Только всего лишь на 2%. Мы средний чек подняли на 20 тысяч рублей. Это не так много. На 20 тысяч рублей подняли средний чек. А в доходе мы выросли на 520 тысяч. 400, да? Почему 400? 1 400 000 на 500. 520 тысяч. 1 920 000. А если мы сделаем еще так, что вот здесь мы вступили в контакт со 100 людьми,
А если мы сделаем так, что вступим в контакт не со 100 людьми, а, к примеру, со 140 людьми, а от 140 12% конверсии это сколько будет? Кто посчитает? 140 умножить на 0,12. 16. 16 умножить на 160 сколько? 2,680. На 1 200 000 мы увеличим доход. Понимаете? Это математика, это цифры. Поэтому мы должны повлиять на средний чек, на количество соприкосновений с клиентами и на конверсию. И если вы будете работать с этими 3 показателями, у вас все будет хорошо с деньгами. Понимаете важность вот этого? Понимаете? Нет смысла работать, где доход, где доход, где доход. Вы должны отслеживать вот эти показатели, а для этого их надо считать. Вот эти промежуточные, вот они. Я вам хочу показать ролик Арнольда. 5 правил Арнольда, в чем секрет успеха. People ask me all the time, what is the secret to success? And I always tell them, but the short version is, you got to have a 22-inch biceps. And you got to be able to kill predators with your bare hands. And of course, you got to have this charming Austrian accent. That's a given. The long version is that I actually always had 5 rules. You don't need to be a bodybuilding champion. You don't need to want to be an action hero or anything like that. If you want to excel in whatever you do, those rules are for you. So my first rule is find your vision and follow it. If you don't have a goal, if you don't have a vision, you just drift around. You're not going to be happy. I grew up after the Second World War. Austria, right along with Germany, lost the Second World War. There was, of course, depression. There was a terrible economic situation. I wanted to get out of there. I wanted to escape. And luckily, one day in school, I watched a documentary about America. I knew exactly that is where I wanted to end up. The question was just, how do I get there? How do I get to America? No one had the money to travel or anything. But one day, I was fortunate enough to see a bodybuilding magazine. And on the cover was this very muscular guy. Mr. Universe becomes Hercules star. His name was Reg Park. I read the article as fast as I could, learning about how he grew up in Leeds in England, poor, and how he trained 5 hours a day, every single day, and trained and trained and trained, and then he finally became Mr. Great Britain, and then became Mr. Universe. And then he won a second Mr. Universe title and a third Mr. Universe title, and then all of a sudden he landed in Rome in Cinecittà, doing Hercules movies. And as I read, I became more and more certain. I had that vision very clearly laid out, to be a champion on that same stage where he won the Mr. Universe, and then to move to America, then get into movies. From that moment on, everything that I did, no matter how hard I had to work or how much I had to struggle, it didn't matter, because I knew what the purpose was, and I found my passion. Always discover your vision, and the rest will follow. Now my second rule is never ever think small. You have to go and shoot for the stars. I didn't just think about being in movies. No, I wanted to be a movie star. I wanted to have above the title billing. I wanted to become the highest paid entertainer. I basically wanted to be another John Wayne. What's wrong with that? Never think small, think big. My third rule is ignore the naysayers. I think it is natural that when you have a big vision and big dreams and you have big goals, that people are going to say around you, I don't think it can be done. I think it's impossible. I mean, it started right away when I was 15 years old and I became a bodybuilder. Right after the top, when I said, I want to be a world champion in bodybuilding, I want to be Mr. Universe. They immediately said, are you crazy? Bodybuilding is an American sport, forget about it, it's nuts. And then when I wanted to go into show business, after I won 13 world championship titles in bodybuilding, I said, I want to be like Reg Park. I want to be a Hercules. I want to get into movies. Well, I tell you, when I met those agents and managers, their reaction was, oh, Arnold, that is so funny. You want to be what, a leading man? Oh, come on. I mean, look, first of all, let's start with your body. You're gigantic. You're like a monster. And then your accent, oh, it gives me the chills just listening to your German bullshit. Come on now. Have you ever seen
an international movie star with a German accent. It doesn't happen. Forget about that. And then you name, what is it, Schwarzen, Schnitzel or something like that? People are going to storm the theater and the movie houses because Schwarzen Schnitzel is starring in a movie. Oh yeah, I can see that already. Imagine that. Everywhere I turned, they said, no, it won't happen, it's not going to happen, and forget about it. Luckily, I did not listen. I started taking acting classes, English classes, even accent removal classes. I ran around all day saying lines like, a fine wine grows on a vine. All of a sudden, I got a little break. All of a sudden, I got a TV show, a little part, then another little part, and then pumping on and stay hungry, and then, of course, I landed the big role as Conan the Barbarian. So finally, I got the big break. And you know what was so interesting about it was the director said at the press conference, if we wouldn't have had Schwarzenegger with those muscles, we would have had to build one. And then when I did Terminator, James Cameron said the I'll be back line became one of the most famous movie lines in history because of Arnold's crazy accent, because he sounded like a machine. So as you see, everything that the naysayers said was a liability became an asset. Ignore the naysayers. The fourth rule is work your ass off. You never want to fail because you didn't work hard enough. It doesn't matter in what area you're in. No pain, no gain. Listen, when I came to the United States, I remember that I trained 5 hours a day, every day, and I was managing a construction business, and I was a bricklayer, and I went to college also, and I took acting classes from 8 o'clock at night to 12 o'clock midnight. Every day I did that. Work your butt off. That's what I always believe. No matter what you do, work, work, work. And my fifth and last rule is, don't just take. Give something back. Tear down that mirror that makes you always look at yourself. And you will be able to look beyond that mirror, and you will see the millions and millions of people that need your help. And this is why I tried to take every opportunity that I could to give something back. I started training Special Olympians. I started after-school programs for the most vulnerable children, for inner-city children, to make them be able to say no to drugs, no to gangs, and no to violence. We all can create change, whether it is in our neighborhood or in our local schools, because the bottom line is, it is up to us. Have a vision. Think big. Ignore the naysayers. Work your ass off and give back and change the world. Because if not us, who? If not now, when? Классно. Вот Арнольд какой крутой. Так, итак, на что должен давить роб, чтобы получить доход? Средний чек, трафик, конверсия. Мы начнем рассматривать ситуацию, начиная с трафика. Как повлиять на трафик? Смотрите, еще раз повторю, не важно, что я сейчас скажу, важно то, какие идеи у вас появятся после того, как я скажу. Потому что не все применимо. Но, к примеру, если вы же накладываете на себя, на свою ситуацию, а если вот так сделать, то да, это применимо, к примеру. Да? То есть вот с этой стороны рассматривать.